Молодой человек лежит лицом вниз в луже крови в темном коридоре тихого кондоминиума, расположенного на Мисти Монин Драйв в Дерри, Нью-Гэмпшир. Убитый в стиле казни, смерть Грегори Смарта наступила мгновенно. Он был одет в серое спортивное пальто и классические брюки. Большая часть его тела лежала на синем ковре обеденной зоны. Правая рука была согнута, а расставленные ноги и растопыренные лодыжки покоились на полу в фойе. Его левая нога упиралась в стену напротив лестничной клетки. Пуля 38-го калибра, застрявшая в его черепе, вошла над левым ухом. Под телом были обнаружены бриллиантовое обручальное кольцо, ключи и бумажник. А рядом с задней дверью находились два стереодинамика и небольшой телевизор, что было очень нехарактерно. Пока маленькая лохматая собачка пряталась внизу, 24-летний Грегори на протяжении нескольких часов пролежал в темной разграбленной квартире, прежде чем туда вошла его невеста. В тот душный майский вечер пара фар осветила кухонное окно блока 4Е на тупиковой улице Мисти Монин Драйв. Когда Памела Смарт свернула на своей серой Honda CRX к Саммерхилл Condominiums, она заметила, что свет в доме не горит. Грег обычно приходил домой раньше и включал ночник, чтобы Памеле не приходилось бродить в потемках. Пэм припарковала машину в гараже, вышла из машины, прошла мимо пикапа Грега, Toyota 1989 года, припаркованного перед кондоминиумом, и последовала к последнему блоку, который арендовала пара. Она прошла несколько ступенек, отперла дверь, вошла внутрь и зажгла свет в фойе. «Думаю, все это произошло меньше, чем за секунду», — вспоминала миниатюрная 22-летняя девушка. «Я помню, как увидела его. Подсвечник и подушку». Пэм взвизгнула. «Помогите! Мой муж! Мой муж!» Она побежала к ближайшему многоквартирному дому 4D, а затем к 4C, колотя в двери и звоня в дверные звонки, при этом истерически крича. Один из соседей, опасаясь всей этой суматохи, буквально втянул Памелу через парадную дверь на случай, если кто-нибудь окажется позади нее. «Мой муж ранен, он на полу!» – крикнула Пэм. «Я не знаю, что с ним!» Во время суматохи в какой-то момент Памела произнесла: «Почему они продолжают это делать?» К тому времени полдюжины соседей вышли на крыльцо, чтобы узнать, что происходит. По крайней мере, двое соседей набрали 911, отправив подразделение в кондоминиум. Некоторые из них попытались узнать, могут ли они помочь. Один сосед, Арт Хьюз, смотрел по телевизору сериал «30 с чем-то», когда услышал женские крики. Стивен Савицкий в книге «Научи меня убивать» рассказывает, что произошло дальше. Арт был уверен, что девушку избивает собственный муж. «Что случилось?» – крикнул Хьюз. «В чем дело?» «Мой муж на полу». «Что с ним произошло?» – крикнул Хьюз в ответ. «Где он?» Пэм указала на свой блок, а Хьюз в футболке и спортивных пижамных штанах лихорадочно подбежал к блоку 4Е, осматривая припаркованные машины, стоянку и газон. «Где он, черт возьми?» – крикнул он в отчаянии. «Внутри!» – крикнула Пэм, стоя на крыльце своей соседки. «Он внутри!» Хьюз вбежал по ступенькам и направился к штурмовой двери, когда снова услышал голос Пэм. «Не входите туда, там может быть кто-то еще!» Хьюз слегка присел, отодвинул штурмовую дверь и толкнул входную дверь. Он не понял, что другой сосед был прямо позади него. В фойе горел свет, но все остальное помещение было погружено в темноту. Когда дверь открылась, первое, что они увидели в 10 футах от себя, был медный подсвечник, на котором играл свет. Затем ногу. Дверь полностью открылась, и двое мужчин рванулись вперед. Через коврик с изображением двух мультяшных уток и мимо бордового портфеля, небрежно оставленного у входа, и увидели лежащее лицом вниз тело мужчины. Грегори Смарт был мертв. Ничто не могло изменить этого. Ни санитары скорой помощи, которые быстро прибыли на вызов, ни полиция Дерри, которая прибыла вместе с ними. В 23:19 следователь офиса судебно-медицинской экспертизы Нью-Гэмпшира официально зафиксирует смерть. Вокруг блока была быстро натянута желтая лента, чтобы сохранить место преступления в целости и сохранности. Кондоминиумы Саммерхилла находятся всего в миле от городского управления полиции. Поэтому совсем немного спустя
Капитан Лоринг Джексон, темноволосый и грузный, подъехал на своем темно-красном Ford Crown Victoria без опознавательных знаков, чтобы собрать своих детективов. К делу были привлечены детективы Даниэль Пелетье и Берри Черевич. Убийства были редкостью в Дерри, штат Нью-Гэмпшир, тихом мирном городке с населением 32 тысячи человек. Фактически, это было единственное убийство в Дерри в том году. Кражи также были относительно редки. На первый взгляд место преступления выглядело как прошедшее не по плану кражи со взломом. Но капитан Джексон привык смотреть глубже. Будучи офицером полиции с 1966 года, в 48 лет у него был острый взгляд на детали, который впервые появился, когда он когда-то учился на художника рекламных плакатов. Этот навык перешел в его работу в полиции, где требовалось умение смотреть на вещи под разными углами. Джексону не потребовалось много времени, чтобы заметить серию так называемых «красных флажков». Многое не укладывалось в голове после осмотра места преступления в блоке 4Е. Многие вопросы остались без ответа. Мало что имело смысл. Не было никаких следов взлома. Какой смысл было устраивать кражу со взломом ночью в густонаселенном районе? Зачем было казнить хозяина квартиры? Джексон даже не подумал, что это была кража со взломом. Никаких следов борьбы с хозяином. Между собой грабители обычно не дерутся. Они не берут с собой оружие. Повсюду были красные флажки. Даже если это была бы обычная кража со взломом, полиция знает, что грабители обычно не бывают вооружены. Статистика преступлений показывает, что грабители редко совершают убийства, а если и убивают, то не в стиле казни, как был убит Грегори Смарт. Место преступления также выглядело постановочным. Инсценировка – это способ изменить место преступления до прибытия полиции, но сделать это сложнее, чем кажется. В статье, опубликованной в бюллетене правоохранительных органов ФБР, упоминается про инсценировку. Преступники, которые инсценируют место преступления, обычно совершают ошибки, потому что они придают месту преступления такой вид, как, по их мнению, оно должно выглядеть. При этом преступники испытывают сильный стресс и не имеют достаточно времени, чтобы логически сложить все воедино. В результате начинают проявляться несоответствия в криминалистических выводах и в общей картине места преступления. Эти несоответствия могут служить красными флажками, определяющими инсценировку. В делах, связанных с бытовым убийством, в первую очередь исключаются самые близкие подозреваемые – члены семьи, например, супруги. В данном случае у Памелы Смарт, молодой невесты Грега, было надежное алиби. Она была на школьном собрании в прибрежном Хэмптоне, примерно в 35 милях к юго-востоку от Дерри. Молодожены Грегори и Памела Смарт оказались образцовой американской парой. Пэм когда-то описала свою жизнь с Грегом как идеальную картинку, олицетворяющую обещание прекрасного будущего. Свободный и веселый Грег, казалось, был предназначен своей задорной, 22-летней невесте Памеле Энн Смарт, урожденной Войас. У них даже была одна милая причудливая общая черта. Они писали свои прозвища уникальным бессмысленным способом. Памела подписала свое прозвище Пэйм, произносится как Пэмми, а Грегори писал свое как Грег, игриво добавляя лишнюю букву «Г». Они поселились в своем тихом мирном родном городке Дерри. Начав новую совместную жизнь, они переехали в престижный жилой район, представляющий собой кольцо двухэтажных кондоминиумов на месте Морнинг-Драйв. Они арендовали чистую новую квартиру с современной мебелью, включая белый кожаный диван и привлекательный декор, 2 машины и маленькую собачку по кличке Хален, названную в честь рок-группы Ван Хален. Грег, один из 3 сыновей, жил всего в квартале от своих родителей. Хотя Грег и не был сентиментален, он был хорошим человеком и с нетерпением ждал рождения детей. Он с гордостью хвастался перед родителями тем, что Пэм будет прекрасной матерью для их будущих детей, если судить по тому, как она обращается с их маленьким шицу. Как она возилась с маленьким существом, готовя ему вкусные лакомства на ужин, водя его на многочисленные прогулки по их комплексу и оберегая от всяких беспорядков. Однако на самом деле Памела Смарт заботилась о своих интересах. Родившаяся в Майами, штат Флорида, 16 августа 1967 года, Памела с готовностью признает свой эгоцентризм. «Я определенно типичный лев», — сказала она.
Вы знаете, я должна быть в центре событий. Куда бы я ни отправилась, я всегда привлекаю внимание по той или иной причине. Я шумная, очень общительная и все в таком роде. Она была вторым ребенком в семье. У нее была сестра на 6 лет старше и брат на 3 года младше. Пэм была близка со своей матерью. У нее были натянутые отношения с отцом. Ее отец работал пилотом коммерческой авиакомпании, а мать стенографисткой. Будучи отличным организатором, Пэм начала работать с 13 лет. А благодаря своему энтузиазму и чувству юмора, она была очень популярна в школе, где была черлидершей сразу для баскетбольной и футбольной команд. Больше всего Памела любила контролировать себя и свое окружение. Она навязчиво раскладывала свою одежду по цвету, даже аккуратно складывала грязное белье в отдельные корзины для темного и светлого белья. Она всегда старалась организовать свой распорядок и очень расстраивалась, когда он нарушался. Примерно в возрасте 20 лет Пэм и Грег сразу же поладили на вечеринке в канун Нового года в конце 1986 года и начали встречаться уже месяц спустя. Они оба разделяли страсть к хэви-металу. Грег даже играл на гитаре. Это было частью того, что притягивало Пэм к Грегу. Его рост 177 сантиметров, вес 77 килограмм, тело, подтянутое походами, катанием на лыжах и рыбалкой, в сочетании с симпатичным лицом очень притягивало девушек. Особенно Пэм обожала его длинные вьющиеся до плеч локоны. Напротив, миниатюрная фигура Пэм, лицо фарфоровой куклы и жизнерадостный характер привлекли Грега. Но неприятности начались вскоре после их свадьбы. Грег начал взрослеть. Он стал более консервативным, решив работать в той же компании, что и его отец, в качестве страхового агента. И его амбиции оправдались. Он создал совершенно новый образ. Даже его преданность рок-музыке пошла на убыль, хотя он по-прежнему наслаждался хорошим оборудованием через дорогую аудиосистему, установленную в его пикапе Toyota, и ему по-прежнему нравилась тяжелая музыка. Но такого острого интереса уже не было. Вместо этого он становился опытным работником, проводя свободное время со своими друзьями. Шоком для Пэм стало то, что Грег подстригся до плеч. Ее первоначально привлекли в нем именно волосы, благодаря которым он был похож на рок-звезду Джона Бон Джови. Теперь же Пэм думала, что Грег больше похож на Яппи из Новой Англии. Их идеальный брак был только фасадом. И всего через несколько месяцев после свадьбы у Пэм и Грега начались серьезные проблемы в отношениях. Приближаясь к их первой годовщине, Грег признался Пэм, что у него роман на стороне. Но затем, всего через неделю, Грег поделился с родителями своими планами устроить вечеринку в честь их первой годовщины, а затем планировал полететь во Флориду. «Если есть что-то, что действительно любит Пэм, так это лежать на пляже», — сказал Грег. «Она настоящий солнечный зайчик». Однако с тех пор, каждый раз, когда они ссорились, Пэм поднимала этот вопрос. «Я больше не чувствовала себя такой важной», — позже свидетельствовала Пэм. «Очевидно, это повлияло на мое доверие». Без ведома Грега, больше увлеченного своей карьерой, Памела хотела расторгнуть брак. Памела делала карьеру на телевидении, делая все, что могла для достижения этой цели. Она работала на 3 работах, и все же находила время для организации благотворительной акции, пропагандирующей безопасный секс, и даже уговорила несколько групп дать бесплатные выступления. Кроме того, будучи академическим лидером, она получила степень бакалавра в области связи в 1988 году, чуть более чем за 3 года, со средним баллом 3,85. Во время учебы в колледже Пэм совмещала свою страсть к хэви-металу с карьерными устремлениями. Она вела вечернее радиошоу в университете штата Флорида, которое она называла «Металлическое безумие», называя себя девой металла. Слушатели частенько удивлялись, когда видели девушку миниатюрного телосложения с красивыми чертами лица за микрофоном, ожидая увидеть более чудаковатую женщину. Нацелившись на работу в сфере вещания, Пэм была нанята директором службы СМИ в школьном совете в городе Хэмптон, недалеко от побережья к югу от Портсмута. Хотя это и не совсем то, чего она хотела, она считала, что это еще один шаг на пути к светлому будущему. В ее обязанности входило распространение и производство образовательных видеороликов
для использования в школьном округе вместе с ее собственным секретарем и студентом-стажером. Она также вызвалась быть посредником для взрослых в местной программе повышения осведомленности о наркотиках под названием Project Self-Esteem. Ожидалось, что в программе примут участие все первокурсники средней школы Виннаканета. Она смогла произвести на них впечатление своим интересом к хэви-металу. В результате проекта дети никогда не сближались друг с другом, но все смотрели на Пэм с уважением. В отличие от большинства взрослых, она никогда не проявляла к ним покровительства. Она говорила на их языке и наслаждалась одной и той же музыкой. Вместо того, чтобы читать им лекции или рассказывать о днях своей славы в Пинкертоне, Пэм говорила о встрече с Эдди Ван Халеном и о получении пропусков за кулисы на концерты хэви-металла. Билли Флинн, один из подростков, работающих над проектом, влюбился в Пэм и старался изо всех сил помогать ей во время сеансов. Он также посещал каждый день ее офис. Первый раз, когда Памела Смарт попала в поле зрения Билли Флинна в средней школе Виннаканета, во время встречи лидеров обсуждения проекта самоуважения. Один из консультантов представил группе миниатюрного директора медиацентра SAU-21, и гормоны 15-летнего подростка разыгрались с неведомой силой. Он повернулся к своему другу и тихо сказал: «Я влюбился». Памела Смарт лично познакомилась с Билли Флинном осенью 1989 года в рамках проекта «Самооценка». А затем продолжила общение, работая над конкурсным видео об апельсиновом соке. Примерно в то же время Грег признался Пэм в своей измене, побудив ее проводить больше времени с молодыми людьми, с которыми она подружилась. Будучи всего на несколько лет старше ученицы старшей школы Виннаканета, Памела выглядела гораздо моложе своих 22 лет. Привлекательная женщина со светлыми распущенными волосами до плеч, идеально накрашенными глазами и веселым нравом, она очень подходила ученикам. Она только что начала работать в здании SAU-21, примыкающем к средней школе, где на втором курсе учился 15-летний Билли. Тело Билли Флинна ростом 180 см и весом 75 кг продолжало расти. Застенчивый, с большими круглыми глазами и темными волосами до плеч, в черной кожаной куртке и с серьгой в ухе, играющей на гитаре, он напоминал молодого Пола Маккартни. Он тоже был предан рок-музыке, особенно хэви-металу. Его любимой группой была Мотли Крю. Он был точной копией того, что Пэм искала в потенциальном партнере. Он привлек ее с самого начала. «Я думала, что он хороший ребенок», — сказала она. С ним было легко общаться, он был дружелюбным. Ему нравилась та же музыка, что и мне. Он играл на гитаре. Она также стала чрезмерно дружелюбной, сразу нашла общий язык со студенткой-стажером Сесилией Пирс. Они быстро стали лучшими подругами. Пэм знала, что Сесилия, желавшая стать журналисткой, очень интересовалась своей нынешней работой как альтернативой. Сесилия быстро стала копировать Пэм практически во всем, что происходило в ее жизни. Билли Флинн тесно общался с компанией, в которую входили Пит и Джей Ар. Билли Флинн, Пит Рэндалл и Джей Ар Латтайм-младший были такими близкими друзьями и услужливыми для соседей парнями, что некоторые люди даже называли их тремя мушкетерами. Они выполняли поручения, чистили снег или выполняли другую появлявшуюся работу. Они даже делали пожилым жителям бесплатные услуги или большие скидки. Все трое проживали в Южном Сибруке. Сибрук – это в первую очередь город рабочих, и его жители известны жителям других районов штата как бруки – насмешливый термин в вольном переводе, означающий людей из низшего сословия. Другие жители Нью-Гэмпшира обычно относятся к бруки с большим пренебрежением. Уильям Патрик Флинн родился 12 марта 1974 года, на следующий день после инцидента между его родителями Биллом и Элейн Флинн. Их брак был бурным, и, к сожалению, маленький Билли оказался в центре событий, слыша их непрекращающиеся ссоры, наблюдая за властным отношением своего отца к его матери, в конечном итоге испытав на себе гнев отца. Даже после рождения еще 2 сыновей, отец Билли по-прежнему был с ним суров. Отец любил Билли, но его требовательный нрав слишком сильно давил на него.
«Если все шло так, как хотел мой муж, он был отличным парнем», — сказала Элейн Флинн. «Но как только ему приходилось сталкиваться с какими-либо неудобствами, он забывал об этом. Раньше мы спускались в каньоны на мотоциклах и проводили там весь день». Расторжение брака Флиннов было лишь вопросом времени, но это не остановило неприязнь между ними или между отцом и сыном. Хотя у Билла-старшего действительно был период затишья, необычная передышка накануне Рождества, когда он умер. Многие события в жизни Билли сошлись в 1986 году, доставив ему немало трудностей. Его мать решила бросить отца после того, как узнала, что он изменял ей в течение многих лет, что спровоцировало переезд из Калифорнии в Нью-Гэмпшир. В то время ему было всего 12 лет, и он поступил в среднюю школу. Но Билли не хотел переезжать. Мать записала его в 7 класс начальной школы Сибрука. Именно здесь Билли повстречал своих лучших друзей – Джей Ара и Пита. Вэнс Латтайм-младший получил прозвище Джей Ар, потому что он был младшим ребенком в семье. Темные вьющиеся волосы 15-летнего подростка, длинное худое лицо и очки с толстыми стеклами придавали ему прилежный вид. Его книжная коллекция вместе с ценной антологией Эдгара Аллана По и старой Камаро, которую он ремонтировал, отнимали у него немало времени. Его мечтой было стать морским пехотинцем. Когда у него было свободное время, он навещал свою бабушку в Хаверхилле, штат Массачусетс, и даже помогал на праздничных благотворительных обедах в своей церкви. Патрик Рэндалл был невысокого роста, но выглядел очень спортивным. Его мать описала его как любящего сына, всегда обнимающего обоих родителей, когда он куда-то уходил. Из всей троицы он имел больше всего проблем с законом, имея историю прогулов в средней школе Виноканета. Ходили даже слухи, что его целью в жизни было стать киллером. По крайней мере, один из учителей Пита утверждал, что он и двое его друзей, Билл и Джей Ар, были впечатляющими молодыми людьми. Билли был действительно симпатичным и заботливым ребенком, а двое других были умны не по годам. А потом пришла практикантка. Сесилия Пирс из Южного Сибрука стала стажером Пэм в офисе медиа-услуг. Светловолосая голубоглазая 15-летняя девушка с крупным телосложением наслаждалась вниманием, которое она получала от Пэм. Вероятно, это вызвало у нее пьянящее чувство, что с ней обращаются как с близким другом. Несмотря на большую разницу в возрасте, они были лучшими друзьями, и Сесилия очень этим гордилась. У Сесилии никогда не было такой подруги, как Пэм, красивой, умной и уверенной в себе. Сесилия чувствовала себя важной, просто находясь рядом с ней. Пэм платила за все, когда они выходили куда-то, будь то обед или что-то еще. И когда Сесилия начала учиться водить машину, Пэм всегда позволяла девушке сесть за руль ее Honda CR-X. Но ее дружба с Пэм с самого начала неравная, вскоре начала проникать во все аспекты ее жизни. В отношения с друзьями, в учебу и в домашнюю жизнь. Особенно в отношения с матерью, которая прозвала ее зверушкой. По мере того, как продолжались ее отношения с новой подругой, сказала ее мать Сесилия Итон, они мне нравились все меньше и меньше. Я ей говорила: «Я твоя мать, а не Пэм». Вскоре после встречи с Пэм оценки Сесилии начали ухудшаться. Миссис Итон даже рассказала администрации школы о чрезмерном количестве времени, которое Сесилия проводила в медиацентре школьного совета. Заместитель директора согласился. Я тоже это заметил. Пэм, Билл и Сесилия тусовались вместе. Они часто посещали тусовки подростков, такие как торговые центры, рестораны, пляжные игровые автоматы и клубы. Пэм была в восторге от того, что вместе с несколькими подростками, в основном из Южного Сибрука, руководила видеопроектом. Она приглашала их в свою квартиру для работы над проектом. В то время как ее муж Грег проводил все больше и больше времени со своими друзьями, Пэм тоже была наедине со своими новообретенными друзьями. Целью Памелы стал 15-летний Билли Флинн. «Ты когда-нибудь думаешь обо мне, когда меня нет рядом?» – спросила Пэм у Билла однажды серым днем, когда она находилась в своем кабинете напротив средней школы Виноканета. Это было в начале февраля 1990 года, и их отношения достигли поворотного момента. «Конечно», – признался он.
«Ну, а я думаю о тебе все время», — сказала Пэм. Билли попался на крючок. Он не мог до конца поверить в то, что услышал. 2 минутами раньше жизнь была нормальной. Он проводил время в старшей школе, дурачился со своими хулиганистыми друзьями и сох по симпатичному директору медиацентра. Теперь его фантазия воплощалась в жизнь. Это была женщина, к которой он привязался с того момента, как впервые увидел ее, с которой он безнадежно флиртовал, показывая, что она его влечет. Пэм сказала, что не знает, что делать со своими чувствами, потому что она была замужем, но что Билли постоянно в ее мыслях. Примерно через 3 недели Пэм поцеловала Билли, лежа в его постели, снова и снова слушая песню Star Eyes группы Motley Crue. Волнение, которое он испытывал с Пэм, вероятно, было своего рода передышкой для него, только что пережившего пару тяжелых лет. За 2 месяца до 13-летия у Билли, только что вступившего в бурный подростковый возраст, умер его отец. Это был странный несчастный случай, когда перед ним остановилась машина, и он врезался в заднюю часть бензовоза, перевозившего около 30 тонн горючего. Машина отца загорелась и взорвалась. Все, что осталось от него, были его зубы. После этого Билли стал очень замкнутым, проводя много времени в одиночестве. «Дело не в том, что Билли был жестоким», — сказала его мать. Она считала, что у него много сдержанности, но он мог разозлиться из-за малейшей трудности, из-за чего с ним трудно было общаться. «Вне семьи люди видели вежливого и обаятельного ребенка», — сказала она. Это была одна сторона Билли, которую он проецировал на людей, на которых хотел произвести впечатление. Он хотел, чтобы его любили. Внутри семьи он выплескивал свой гнев. Другой юноша, Ральф Уэлч, поселился у Латтаймов. Семья Латтайм великодушно приняла его из-за пережитых жизненных трудностей. Они уговаривали его вернуться в школу. Он был примерно того же возраста, что и их сын Джей Ар, но был ближе по характеру к Биллу и Питу и не имел такого же круга друзей. На периферии этих отношений был 4-й подросток – Реймонд Рейм Фаулер. Известный мелкий воришка Фаулер в конечном итоге сыграл второстепенную роль в основных событиях, которым посвящен данный фильм. Что касается Пэм, ее сильной стороной была организованность, и она нацелилась на контроль и манипулирование Билли. В конце марта Пэм воспользовалась возможностью повеселиться, пока Грега не было в штате. Он находился в командировке. Она пригласила Билла и Сесилию в квартиру, чтобы посмотреть фильмы, одним из которых был горячий фильм «9,5 недель» с участием Ким Бейсингер и Микки Рурка, переполненный сексуальными сценами. Вскоре после этого, оставив Сесилию внизу выгуливать собаку, Пэм заманила Билли наверх, в спальню, которую она делила с Грегом. Надела бирюзовый пеньюар, купленный специально для этого случая, и впервые занялась сексом с Билли, в то время как проигрыватель компакт-дисков играл хэви-метал. После их первого сексуального контакта они неоднократно встречались в течение следующих нескольких недель, чтобы заняться сексом. Пэм уже тогда начала твердить одно и то же. «Ты должен избавиться от Грега, иначе мы не сможем продолжать видеться». Когда Билл спросил ее о разводе, она сказала ему, что Грег будет преследовать ее повсюду, и что она, вероятно, потеряет квартиру, мебель и все остальное. И она не может даже допустить мысли, что потеряет своего пса Халина. Она обманывала, что муж избивал ее, и единственный способ избавиться от него – убить его. После первой ночи с Биллом на следующее утро, когда Пэм везла его в школу, она сказала: «Прошлая ночь была прекрасна, но мы не можем так продолжать». «Почему нет?» – спросил Билл. «Из-за Грега. Если ты хочешь продолжать со мной встречаться, тебе придется избавиться от моего мужа». Сообщение Пэм не могло быть проще. «Люби меня, убей моего мужа». Неохотно Билли согласился убить Грега, полагая, что это поможет удержать ее рядом. Дважды Билли прерывал попытки убить Грега. Пэм была в ярости, обзывала его и угрожала расставанием. «Если бы ты любил меня, ты бы сделал это». «Я люблю тебя». «Именно тогда я начал всерьез обдумывать это дело», расскажет позднее Билли.
потому что я думал, что если я откажусь, она бросит меня. И все будет так. Поэтому я начал обсуждать это дело с Джей Аром и Питом. Она сказала ему, что 1 мая будет его последним шансом доказать свою любовь. Учитывая поздние встречи Грега той ночью и ее занятость на заседании школьного совета. Пэм даже согласилась заплатить парням из страховых денег, которые она копила. Между тем, так называемый идеальный брак Пэм и Грега продолжал распадаться. Совершенно незнакомые люди стали свидетелями напряжения в их отношениях, хотя их семья и самые близкие друзья еще ни о чем не догадывались. Пара проводила все больше и больше времени врозь, и напряжение в их браке начало расти. Позже Сесилия Пирс свидетельствовала о телефонном разговоре, который она подслушала. Она говорила что-то о разводе, а потом они начали ссориться из-за того, кто заберет собаку, мебель и все остальное. А потом она сказала: «Хорошо, забирай собаку себе», и повесила трубку. К апрелю Грег стал все чаще возвращаться домой в пустой дом и ужинать в одиночестве. Примерно во время покушения на его жизнь он сказал своему давнему другу, что почувствовал ужасный холод опасности, когда вошел в пустой кондоминиум. Что-то было не так. Он не смог объяснить. Грег развернулся и вышел из дома. План убить Грега был достаточно прост. Хотя между Билли, Джей Аром и Питом велись многочисленные обсуждения, со временем они остановились на основном плане Пэм. Парни должны были надеть черную одежду, Билли нужно было собрать свои длинные волосы в пучок, припарковаться у торгового центра. Пэм должна была оставить незапертой дверь в подвал, а также задние двери, чтобы Билл и Пит могли войти в кондоминиум и устроить там беспорядок, инсценировав кражу со взломом. Все должно было выглядеть как ограбление. Парням надлежало забрать некоторую электронику и украшения. Пэм строго-настрого запретила парням делать 3 вещи. Включать свет. Пэм описала Грега как труса, поэтому если бы он увидел горящий свет, то ни за что не вошел бы внутрь. Ранить собаку. Ее нужно было запереть в подвале, чтобы она не была шокирована совершавшимся убийством. Использовать ножи. Пэм сказала, что лучше застрелить мужа, чтобы не запачкать кровью белый кожаный диван. В какой-то момент Пэм спросила подростков, как ей следует действовать, когда она обнаружит тело Грега той ночью. Следует ли ей кричать или звать на помощь? Один из них ответил ей: «Просто веди себя естественно». Последний день жизни Грегори Смарта начался, как и любой другой рабочий день. Утро на Мисти Монин Драйв 4Е было туманным, и в воздухе пахло дождем. Встав пораньше, Грег и Пэм приняли душ, выпили горячего кофе и немного поболтали. Их щенка Халина нужно было обеспечить едой и водой, прежде чем супруги отправятся на работу. В то время, пока Грег занимался своими делами, как и в любой другой рабочий день, Пэм полностью осознавала, что этим вечером муж будет убит. Пэм обычно выходила из дома первой, но в тот вторник первым на работу ушел Грег. Позже, чем обычно, примерно в 9:45, Пэм поехала на своей Honda CRX, на номерном знаке которой было написано «Халлен». В тот вечер она планировала вернуться домой позже обычного, намного позже наступления темноты. Встреча со школьным советом затянулась, потому что у них был пересмотр заработной платы и обсуждение обучения, которое она хотела провести осенью. Она не должна была возвращаться домой до тех пор, пока Грег не умрет. В тот день Пэм подошла к школьному шкафчику Билли Флинна, чтобы сообщить ему, что двери дома остались открытыми. Все было готово. В тот день она даже надела все свои золотые цепочки и нацепила по кольцу на каждый палец, чтобы в суматохе убийства в доме не потерялись любимые украшения. Примерно в 14:30 Билл позвонил Пэм, чтобы сообщить ей, что в плане есть загвоздка. Ему с парнями нужно было отъехать, чтобы забрать машину, желтую Chevrolet Impala 1978 года, у бабушки Джей Ара. Пэм согласилась повременить с возвращением домой еще немного. Согласно плану, пока Лад Тайм и Фаулер убивали время у торгового центра, Флинн и Рэндалл вошли в кондоминиум. Номером 1 в их списке была собака. Парни поднялись наверх, но когда Билли нагнулся, чтобы подобрать Халина, Шицу начал лаять и рычать, и убежал. Флинн преследовал собаку по всему дому, и наконец ему удалось схватить его рядом с диваном.
Позже парни смеялись над тем, что они бросили животное в подвал, и услышали звуки тук, 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 когда оно кувыркалось, летя вниз по лестнице. Они обыскали дом, забрали драгоценности и другие предметы, в том числе разобрали оборудование развлекательного центра. Они оставили у двери небольшую пару стереодинамиков, намереваясь забрать их, когда будут уходить. Затем два долговязых подростка начали ждать в темноте, когда Грег Смарт вернется домой. Билл уже пытался убить Грега Смарта раньше, и Памела очень ясно дала понять, что на этот раз лучше все сделать без сучка и задоринки. «Где он, черт побери?» – прошептал Пит. «Не знаю», – пробормотал Билл, – «но я бы хотел, чтобы он поторопился». Он выгнулся и поправил неудобный предмет, который он засунул за пояс. Курносый револьвер, который его друг Джей Ар украл из оружейной коллекции своего отца. «Скажи еще раз, какой у нас план?» – попросил Пит. «Ты спрячешься за дверью, а я поднимусь по лестнице, где он меня не увидит. Затем, когда он откроет дверь, ты втащишь его внутрь, и мы оба набросимся на него. Затем ты перережешь ему горло». «Верно», — ответил Пит, перехватив нож с длинной ручкой, которую он подобрал, когда они шли по кухне несколькими минутами ранее. В какой-то момент они обсуждали использование медного подсвечника, чтобы ударить Грега, который впоследствии будет обнаружен в фойе. Все было готово. Разграбленный дом, темные фигуры на полу возле черного хода и черная наволочка, набитая CD-дисками и бижутерией. Словно по сигналу мощные фары осветили кухонное окно, когда к квартире подъехала машина. Переволновавшись, Билл и Пит поменялись местами. Билл оказался за дверью, а Пит взобрался по лестнице. Прошло всего несколько мгновений, прежде чем тишина окутала квартиру после того, как урчание Тойоты прекратилось. Затем снова стемнело, когда огни пикапа погасли. Через несколько минут Грег повернул ключ в замке. Дверь открылась. Грег включил свет и позвал щенка. «Хален!» Билли выпрыгнул из засады и набросился на Грега, когда тот вошел в дверь, схватившись за плечи его пальто. В следующие несколько минут двое молодых людей повалили Грега. Затем Грег передал свой бумажник. А когда Пит сказал Грегу отдать ему обручальное кольцо на левой руке, Грег сказал: «Нет, я не могу этого сделать, моя жена убьет меня». Затем Билли сказал: «Боже, прости меня». Потом нажал на курок всего в нескольких дюймах от головы Грега. Раздался выстрел, и Грег упал. Флинн и Рэндалл выбежали из квартиры и побежали обратно к машине, где ждали Латтайм и Фаулер. И в конце концов вернулись домой. Позже Пэм рассказывала Билли, что по дороге в Хэмптон она заметила их машину на дороге и поморгала им фарами в знак приветствия. Именно поведение Пэм Смарт, как скорбящей вдовы, не выглядело правдоподобно для детектива Даниэля Пелетье. В свои 28 лет он уже повидал немало людей после трагедий. Дело об убийстве Смарта было третьим расследованием Пелетье за 3 года его работы детективом Дерри, поскольку предыдущие 6 лет он проработал офицером полиции. Он чувствовал себя очень некомфортно из-за реакции Пэм после убийства. Это вызвало еще одну череду так называемых красных флажков. «С самого первого дня, — сказал он, — она не изображала из себя скорбящую вдову. Она настояла на немедленном допросе, поэтому мы с Шаревичем отвезли ее в отдел полиции. Она сказала: это похоже на неудачную кражу со взломом. Я помню, как подумал. Первое, что она увидела, это динамики. А как же ее муж на полу? Она сказала: когда я подошла к телу... И тут появился еще один красный флажок. Она называла его не «мой муж», а «тело». Странно, подумал я, но можно было сослаться на шок девушки. Работая с людьми после преступления, Пелетье видел много реакций. У каждого был свой стиль скорби. Кто-то беспрерывно плачет, кто-то просто молчит, кто-то с головой погружается в работу. Но Пэм ни разу не потеряла самообладание. Казалось, что она полностью контролирует ситуацию. Именно она предложила провести собственный допрос всего через день после гибели мужа. Памела также вызвала еще один тревожный звонок своим неуместным беспокойством по поводу домашнего питомца. Пока полиция Дерри вместе с отделом по расследованию тяжких преступлений полиции штата Нью-Гэмпшир обрабатывала место преступления, она снова и снова выражала друзьям
соседям, всем, кто готов был слушать свою тревогу за Халина. Даже после того, как стало очевидно, что Халин в безопасности, она продолжала говорить: «Я хочу, чтобы они рассказали мне о моей собаке. Я просто хочу знать, все ли с ним в порядке». Но последней каплей, которая действительно вызвала подозрение у Пелетье, стало, когда 2 или 3 дня спустя, когда он сопровождал Памелу в ее квартиру, чтобы забрать некоторые вещи, она видела, что место преступления еще охраняется. Тем не менее, скорбящая вдова небрежно прошлась по пропитанному кровью участку ковра, где лежала голова Грега. И не один раз, а несколько. Ее мать не выдержала и накрыла это место полотенцем. Но это не остановило Пэм. Она постоянно наступала на полотенце, в то время как все остальные, находившиеся на месте преступления люди, старались обходить место убийства стороной. Черствость, которую показала Пэм, была самым большим тревожным сигналом из всех. 2 мая, всего через день после убийства, несколько детективов встретились, чтобы обсудить свои первоначальные выводы. Один детектив сказал: «Знаете, я думаю, что это сделала она». Расследование смерти Грегори Смарта длилось 2 недели, и команда Пелетье смогла обнаружить только случайные зацепки, когда они получили анонимное сообщение. Звонившая женщина сказала, что девушка по имени Сесилия Пирс из Сибрука знала, что Пэм Смарт планировала убийство Грега вместе с 3 подростками. Затем в полдень, в воскресенье 10 июня, были обнаружены новые улики, когда Венс Латтайм-старший принес револьвер 38-го калибра в полицейское управление Сибрука, полагая, что пистолет мог быть орудием убийства. Это было незадолго до того, как дело об убийстве в Сибруке связали с Пэм Смарт. Мистер и миссис Латтайм сказали, что им знакомо это имя, потому что его упоминали их сын и его приятели. Детективы Дерри отправились в Сибрук. Латтайм сказал Шаревичу, что Ральф Уэлч, который проживал с Латтаймами, подслушал, как Джей Ар и Пит обсуждали свою причастность к убийству, упоминая Реймонда Фаулера и Билли Флина. Затем Уэлч рассказал об этом своему приемному отцу, Латтайму-старшему, рано утром в воскресенье. «Я вырос с ними», — сказал позже Уэлч присяжным. «Я не мог поверить, что мои лучшие друзья способны на такое». В понедельник, 11 июня, следователи поговорили с Сесилией, но только в четверг Сесилия решилась все рассказать. Подростки по-прежнему отказывались что-либо рассказывать. У детективов были только письменные показания Фаулера и показания Пирс, но этой информации было недостаточно. Пэм теряла контроль над Сесилией. Пэм полагала, что ей все будут верить. По иронии судьбы, интуиция Пэм о том, что Сесилия может записать их переговоры на пленку, оказалась правдой. Полиция записала 2 коротких телефонных разговора и надела на Сесилию 2 нательных микрофона. Сделанные записи рассказали о Пэм совершенно другую историю. «Видишь, что произошло? Не лучше ли было просто развестись с Грегом?» – спросила Сесилия, тайком записывая их разговор для полиции. «Ну, я даже не знаю. Все шло по плану, пока чертов Ральф не заговорил». «Нет, черт возьми. Знаешь, они совершили глупую ошибку, когда решили рассказать обо всем Ральфу. Я не могу поверить, что они все рассказали ему. Теперь их всех посадят. А я каждый раз, когда слышу Мётли Крю, вспоминаю о Билли. Да, я тоже. Расскажи мне вот что. Дело такое, ведь я не платила им. Кто-то говорит, что я подарила Джей Ару стереосистему и другие безделушки. Знаешь, если их будут судить как несовершеннолетних, тогда никто ничего не узнает. Они выйдут через год, ну или когда им исполнится 18. Но я уже подсуетилась и нашла лучших адвокатов». «Серьезно?» «Да, но они нереально дорогие, так что мне делать?» «Очевидно, что ты не сможешь их себе позволить». «Конечно же нет, черт. А они мне вообще нужны? Но прямо сейчас им не нужно ничего делать, пока меня не арестуют. А если меня арестуют, то им придется разгребать реальное дерьмо. Все из-за этого гребаного Джей Ара». «Что ж, во-первых, ты не предлагала ему заплатить, верно?» «Верно». «И он не скажет, что ты предлагала ему заплатить», — продолжала Сесилия. «Он скажет, что ты узнала об этом до того, как это случилось. Вот это правда». «Верно», — согласилась Пэм. «Но тогда мне придется сказать, нет, я этого не делала. И тогда они либо поверят мне, либо поверят 16-летнему уголовнику Джей Ару.
Да и кому им еще верить? Мне, учителю с хорошей репутацией. Они поверят мне. Хорошо, ответила Сесилия. Я тебе позвоню. Затем Пэм пригласила Сесилию сходить куда-нибудь вместе. «Тебе лучше прийти», – шутливо сказала Пэм. «Или я сама приду за тобой со своим тесаком». В 13:05 в среду 1 августа 1990 года Пелетье пришел в офис Smart. Пэм узнала его, ведь они уже встречались раз 6 не меньше. «Здрасте», – сказала Пэм. «Привет», – ответил он, когда капитан Джексон и еще один детектив вошли в комнату. Застигнутая врасплох Пэм спросила, в чем дело. «Что ж, Пэм», – сказал Пелетье, – «у меня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что мы раскрыли убийство вашего мужа. Плохая новость в том, что вы арестованы». «За что?» – спросила она. «Убийство первой степени. Встаньте лицом к стене». Затем Памела предстала перед окружным судом Дерри и была заключена в тюрьму. С тех пор она находится за решеткой. Она думала, что она умна, но у нее не хватило элементарной сообразительности. «У 9-летних детей больше сообразительности, чем у нее», – сказал Джексон. В этом была проблема. Она думала, что умнее всего мира. Но она сделала много ошибок. Очень много ошибок. Судья Дуглас Грей из Верховного суда округа Рокингем, которому было поручено дело Грегори Смарта, сидел на скамейке перед флагами США и Нью-Гэмпшира. На стене позади него висел золотой американский орел с расправленными крыльями, вырезанный его собственными руками. 57-летний двухметровый судья обладал властным характером. За судьей закрепилось прозвище «Вешающий судья», потому что большинство из его приговоров заключали в себе смертную казнь. Памела вошла в зал суда в темно-синем костюме, похудев со времени ареста. Она так сильно похудела, что ее матери пришлось подколоть ей юбку до того, как начался суд. Ее волосы были недавно мелированы и короче, чем раньше. Прокурор Дайан Николази начала свое вступительное заявление. 1 мая 1990 года Грегори Смарт вернулся домой после поздней деловой встречи. Он открыл входную дверь, включил свет и позвал свою собаку. Но собака не прибежала. Впервые общественность услышит из первых уст о том, что произошло в тот вечер. В захватывающих показаниях Билли, когда он встал на колени перед присяжными, показывая им, как это произошло с Грегом той ночью, он сказал: «Я взвел курок и направил ему пистолет прямо в голову», — сказал он почти шепотом, склонив голову. «Я просто стоял там, будто бы на протяжении сотни лет. Я сказал: Боже, прости меня», и нажал на курок. Дело об убийстве Грегори Смарта было связано с манипуляциями. Вопрос заключался в том, манипулировала ли Пэм Билли Флина и в свою очередь его друзей, чтобы убить своего мужа. Хотя Пэм признала сексуальную связь с Билли, она отрицала, что планировала убийство заранее. Она сказала, что только притворялась, что знает об этом записанном на пленку разговоре с Сесилией Пирс, чтобы продолжить расследование. Ближе к концу своих показаний она обратилась к прокурору Полу Маджиотто. «Если бы я была виновна, я бы признала себя виновной и заключила сделку о признании вины, как и остальные». «Дамы и господа», – заключил Николази, – «мы уверены, что когда вы услышите показания Уильяма Флина, Патрика Рэндалла, Венсела Тайма-младшего, Сесилии Пирс и всех других свидетелей, которых мы представим вам на этом суде, вы придете к единственно возможному в данном случае вердикту. В конце процесса перед вами предстанет Пол Маджиотто и попросит вас вынести 3 обвинительных вердикта. После того, как присяжные совещались в течение 13 часов, 22 марта они так и сделали, вынеся обвинительный приговор. Судья Грей приговорил Памелу Смарт к пожизненному заключению без права досрочного освобождения по обвинению в соучастии в убийстве первой степени. На другом слушании она будет приговорена по 2 другим пунктам обвинения: заговор с целью совершения убийства первой степени и подкуп свидетелей. Фаулер, только что вышедший из тюрьмы и, вероятно, желающий получить деньги, также участвовал в ранней попытке устроить засаду на Грега Смарта и ждал в машине с Джей Аром в ночь, когда был убит Грегори. Хотя в своих показаниях под присягой он утверждал, что понятия не имел ни о каком убийстве,
и просто отправился на прогулку, его несообщение о покушении и чистка орудия убийства стоили ему 30 лет в рамках отдельного судебного разбирательства. Флинн и Рэндалл, признанные совершеннолетними в январе, дали показания и получили по 40 лет тюрьмы. Лад Тайм получил 30 лет. Это были их показания, наряду с показаниями Уэлча и записями Пирс, которые оказались наиболее компрометирующими. Женщин, которые убивают собственных мужей, называют черными вдовами, в честь смертоносной самки-паука, которая убивает и съедает самцов после спаривания. Ее яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Дело Памелы Смарт выдвинуло на передний план феномен, который привлекает все больше внимания. Женщины, которые убивают мужей. По сравнению с мужчинами, женщины совершают очень мало преступлений. Это происходит настолько редко, что данных о женщинах-убийцах практически нет. Такие женщины значительно отличаются от своих коллег-мужчин тем, что не так часто совершают преступные деяния, а их модели правонарушений, а также их мотивы отличаются. Когда женщина совершает преступление, это обычно мелкое имущественное правонарушение, преимущественно кражи в магазинах и мошенничество в сфере социального обеспечения. Женщины редко совершают насильственные преступления. Однако, когда они это делают, убийства и нападения являются обычным явлением. Женщины, совершившие убийство, делятся на две группы. Молодые преступницы обычно убивают своих детей, а женщины среднего возраста убивают супругов-тиранов. Пэм Смарт – типичная женщина-убийца, поскольку она совершила насилие в своем доме, убив своего мужа. Однако, в отличие от большинства других женщин-убийц, она убивала не тирана. Мотив Пэм был совсем другим. Что мало известно об этом типе убийц, так это то, что они обычно убивают из-за денег или ради собственного комфорта. Черные вдовы не поддаются систематическому расследованию, но при этом привлекают чрезмерное внимание средств массовой информации и общественности. В 1990 году Пэм лишь ненадолго осматривалась психиатром, но так и не прошла тщательного психологического обследования. На самом деле, этот случай не был уникальным, но благодаря освещению в СМИ около 150 репортеров со всего мира сумели сделать его историческим. Это был первый случай, когда уголовное дело освещалось в прямом эфире, когда телеканал прерывал ежедневные программы и ретранслировал основные моменты суда после полуночи. Через несколько месяцев после суда в эфир вышел фильм «Убийство в Нью-Гэмпшире. История Памелы Смарт» с Хелен Хант в главной роли. А в 1995 году комедия «Умереть во имя», где Николь Кидман сыграла главную роль. Бывший капитан полиции Дерри Лоринг Джексон, руководивший расследованием, так сказал о шумихе в СМИ. «Я думаю, что СМИ раздули дело до небывалых масштабов. Они ухватились за секс, наркотики и рок-н-ролл. Для меня пресса была ничем иным, как огромной занозой в заднице, и вы можете процитировать меня по этому поводу». Пэм получила тысячи писем со всех концов США. Она сожалеет только о каких-либо прошлых действиях, которые каким-то образом повлияли на исход ее дела. «Конечно, я сожалею, что связалась с Биллом Флинном», — сказала Смарт. «Это была ужасная ошибка, за которую я плачу ужасную цену, поскольку я не причастна к заговору с целью убийства Грега. Да, я совершила ошибку, завязав роман с Биллом Флинном, но я бы хотела, чтобы публика перестала судить меня за эту единственную ошибку. Во мне есть нечто большее, чем это ужасное недоразумение. Я очень отличаюсь от того, как меня изображают в СМИ. Я не холодный и не безразличный человек». Памела Смарт дала редкое интервью газете Portsmouth Herald из исправительного учреждения для женщин Бэдфорд-Хиллз. В Бэдфорд-Хиллз, штат Нью-Йорк, где она в настоящее время отбывает наказание. Через 10 лет после убийства она добивалась нового судебного разбирательства, утверждая, что ее жизнь напряженная, грустная, болезненная и трагичная. Она продолжала заявлять о своей невиновности. «Я провела 10 лет в тюрьме за преступление, которого не совершала», — сказала Смарт. «Меня ужасно наказали за любовную связь. Вынесенный мне приговор, по сути, является смертным приговором, поскольку я никогда не буду иметь права на условно-досрочное освобождение». Ее апелляция в 1991 году была отклонена. В 1997 году
Она добивалась нового судебного разбирательства, в котором также было отказано. Но она продолжает свои усилия по проведению нового судебного разбирательства. В заключении две женщины избили Пэм, сломав ей челюсть. Смарт подала на них в суд, и судья вынес решение в ее пользу. Флинн, Латтайм и Рэндалл находились в государственной тюрьме Томастон в штате Мэн. Все они получили аттестаты об окончании средней школы. Флинн присоединился к группе тюремного духовенства, занимался благотворительностью и работал электриком. Латтайм работал в типографии, а Рэндалл выучил столярное ремесло. Приговор Латтайма был сокращен на 3 года, что дало ему право на условно-досрочное освобождение в 2005 году. В этом же году, через 15 лет после убийства Грега Смарта, его и освободили. Сообщник Реймонд Фаулер, который ждал в машине во время убийства, был приговорен к 30 годам заключения. Фаулер был освобожден условно-досрочно в 2003 году, через 13 лет после смерти Грега Смарта. Но в 2004 году был отправлен обратно в тюрьму за нарушение условий условно-досрочного освобождения. В июне 2005 года он снова был освобожден условно-досрочно. В 2007 году Флинн потребовал смягчения приговора после отбытия 16-летнего срока, заявив, что он поклялся себе не просить о смягчении срока, пока не проведет за решеткой столько же лет, сколько провел на свободе. Он также извинился перед семьей Грега Смарта за его убийство. Семья Смарт выступила против его освобождения. 12 февраля 2008 года запрос был отклонен, хотя самая ранняя дата права на условно-досрочное освобождение Флинна была сокращена на 3 года, до 25 лет, что дало ему право на условно-досрочное освобождение в 2015 году. В июле 2014 года Флинн был переведен в учреждение с минимальным уровнем безопасности в Уоррене, штат Мэн. Перевод позволил ему участвовать в программе рабочего освобождения. Суть программы заключается в том, что заключенных, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны, в рабочее время отпускают на сменную работу, а после окончания рабочей смены они обязуются вернуться обратно в тюрьму. 12 марта 2005 года Совет штата по условно-досрочному освобождению предоставил Флинну условно-досрочное освобождение. А 4 июня 2015 года, через несколько дней после 25-й годовщины смерти Грега Смарта, он был освобожден из тюрьмы с пожизненным испытательным сроком. Как и Флинн, Патрик Рэндалл также был приговорен к пожизненному заключению за убийство второй степени с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет с отсрочкой на 12 лет, что давало ему право на возможное освобождение уже в 2018 году. В марте 2009 года судья сократил минимальный срок заключения Рэндалла на 3 года, до 25 лет, что дало ему право на освобождение уже в июне 2015 года. Совет по условно-досрочному освобождению Нью-Гэмпшира предоставил Рэндаллу условно-досрочное освобождение после слушания 9 апреля 2015 года. Он был освобожден 4 июня 2015 года с пожизненным испытательным сроком, в тот же день, когда был освобожден его сообщник Билли Флинн. Сесилия Пирс подписала контракт на $100 000 за права на экранизацию своей истории. В 2003 году в National Enquirer были опубликованы фотографии полураздетой Памелы. Она подала жалобу на тюрьму и была помещена в одиночную камеру на 2 месяца. Смарт подала в суд, утверждая, что фотографии были сделаны тюремным охранником, который ее изнасиловал, но иск был отклонен. В 2004 году Смарт и ее сокамерница подали в суд на должностных лиц тюрьмы, заявив о сексуальных домогательствах и сексуальном насилии со стороны сотрудника исправительного учреждения, который, по их словам, принуждал их позировать для непристойных фотографий, опубликованных в 2003 году. 5 ноября 2009 года судья окружного суда США удовлетворил ходатайство Смарт на сумму $23 875. Смарт получила $8 750, а ее адвокат получил оставшуюся сумму в счет оплаты своих услуг. В апреле 2004 года Первый апелляционный суд США оставил в силе решение федерального судьи от 2002 года, отклонившего ее федеральное ходатайство о habeas corpus.
До своей федеральной апелляции Смарт исчерпала все судебные апелляции на уровне штата. В июле 2005 года Исполнительный совет Нью-Гэмпшира единогласно отклонил прошение о помиловании на любых условиях, которые губернатор может попытаться навязать. В интервью ABC News Смарт указала, что боится состариться и умереть в тюрьме, и предпочла бы, чтобы ее приговорили к смертной казни. На данный момент Памела Смарт является заключенной, отбывающей самый длительный срок среди тюрем Нью-Йорка. Ее родители запустили сайт pamelasmart.com, на котором указана краткая биография дочери, перечислены все ее квалификации, занимаемые посты, написанные книги и ученые степени, полученные в стенах тюрьмы. Памела Смарт говорит, что она все еще следит за Флинном, потому что считает его ключом к своей свободе. «Он один из немногих, кто действительно может вытащить меня отсюда, если решится рассказать правду. Но он никогда этого не сделает.